Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу вам показать, как можно сделать вот такое украшение. А называется оно лапы. Возможно, кто-то уже видел такие украшения, а может быть, кто-то и делал. Напишите, мне очень интересно. Такие украшения я видела давно, но что-то не обращала на них внимания. Не знаю почему, что-то мне не привлекали они. Тут совсем недавно я встретила в Инстаграме ролик, где девушка предлагает такие украшения в разных цветах. И когда я увидела, сколько оно стоит, я была шокирована. И мне было интересно, на что украшение собирается, так как можно придать форму этому украшению разную, можно согнуть в любую сторону украшения, и получается очень оригинально. И совсем недавно Лада Красовская выпустила видео на YouTube, как она собирала такое украшение. Я оставлю ссылочку на ее видео. Кому интересно, заходите, посмотрите ее вариант. И, конечно, я вдохновилась и захотела сделать тоже такое украшение. Если вам интересно процесс, посмотрите видео, как я его делала. Буду собирать я украшения на вот такую проволоку. Проволока толщиной 0,6 мм. Ну а сколько здесь метров было, я не помню, так как я ее использовала в какие-то нужды свои. И здесь даже не написано, сколько было метров. Если найду ссылку на эту проволоку, я оставлю. Покупала ее на сайте Алиэкспресс. Но такую проволоку можно и купить в рукодельных магазинах. Например, в Леонардо тоже есть. И у меня здесь получилось с этой катушки 9 вот таких отрезков. Я отрезала по 50 сантиметров. И начну собирать я бисер на каждую проволоку. И сейчас покажу. Как вы видите, бисер у меня весь не калиброванный. Что этот, что тот. Вот здесь у меня был желтый цвет. Вот такого цвета. Как вы видите, я уже собрала 6 таких нитей. И он у меня закончился. Ну и 3 мне надо набрать все-таки еще. Я думаю, что хорошо будет сочетаться вот этот цвет с этим желтым цветом. Этот, мне кажется, темный. Хотя можно тоже сделать. Посмотрите, неплохо смотрится, да? Наверное, я все-таки вот этот цвет оставлю. Да, этот более такой желтый-желтый. А вот этот мне больше нравится. И 3 ниточки добавлю, так как видите, что на это украшение уходит много бисера. Поэтому я хочу использовать вот такой некалиброванный бисер. Выкидывать мне его жалко. Я когда-то очень давно покупала. И вот лежит у меня вот в таких коробочках. Ну, на всякий случай вот я иногда и использую. Есть у меня еще и вот такие оттенки, сейчас покажу. Может быть, если мне понравится украшение, я использую и этот бисер. Вот такие 2 оттенка, как будто мятный цвет. Это голубой, нежно-нежно-голубой, и белый под жемчуг, перламутровые бусинки. И есть вот такие синие. Здесь вот одинаковые тоже. Ну вот когда-то покупала, и до сих пор лежит у меня этот бисер. Я подумала, а не использовать его в украшения. И посмотрите, как смотрится он. Его практически не видно, что он весь кривой. Он переливается. Внутри перламутровая полосочка. И желтого такого цвета. Вот у меня уже что-то вырисовывается красивое. И посмотрите, как здорово смотрится на проволоке. И начну я делать 3 отрезка, еще мне осталось. Вот так я подготавливаю бисер. Конечно, это не быстрое занятие, занимает время. И одну сторону я тоненько-тоненько, тоненькими кончиками делаю маленькую петельку, совсем маленькую. И потом плоскогубцами я ее зажимаю, чтобы здесь и не было видно практически. Вот так я делаю. И потом вот сижу и вот так набираю бисер. Конечно, это не быстро, занимает время. И уже полдня я вот сижу и набираю. Поэтому, наверное, это украшение так и стоит дорого. Понемножку и потом перевожу на другой край. И посмотрите, этой петельки практически не видно. И сейчас я наберу еще 3 таких ниточки и уже вернусь к вам.
Набрала я последний ряд украшения и оставила 6-7 миллиметров. Ну, скорее всего 6, можно и 5 миллиметров. И с самыми кончиками круглогубцев я закручиваю петельку маленькую, вот такую получается. И потом плоскогубцами я ее сплющиваю, чтобы она была плоская. И вот так получается. И практически не видно кончики. Вот так они выглядят. Примерно у меня ушло на все украшение, ну, 15-20 грамм примерно бисера. Бисер у меня 8 номера. И вот так у меня получилось. 3 ряда, как вы видите, немного другого цвета, так как мне не хватило одного и того же цвета. Пришлось добавить. Ну, ничего страшного. Он хорошо подходит друг к другу, я думаю. Ничего в этом плохого нет. И я думаю, и цветное сделать украшение. Я их просто перемешаю, эти 3 цвета. Не рядом поставлю вот так, а перемешаю. И я думаю, что я не буду, наверное, их прям рядом ставить. Вот так в украшения лапы, называемые так. А немножко, чтобы они были разной длины. Одна длиннее, другая короче. Вот так примерно, да? Я думаю. Ну, а чтобы здесь закрепить, я сейчас возьму ниточку в несколько рядов и закреплю, чтобы потом удобно было клеить, приклеивать кожу. Будем кожей скреплять. Примерно ищем серединку, чтобы это было по центру. Подобрали центр. Вот так я связала ниточкой. Удобно будет склеивать, я думаю. Подобрала я вот такую замшу. Кусочек. Цвет хорошо подходит, я думаю, чтобы не выделялся. Ну, как видите, цвет хороший. И теперь я взяла толщиной 3 сантиметра, вырезала, и длиной 20 сантиметров. Теперь этот кусочек я проклею клеем. Беру я клей классический, универсальный, и промазываю полосочку. Я не все проклеиваю, половинку примерно 10 сантиметров. Немного даю подсохнуть. И теперь начинаю хорошо проклеивать. Не очень удобно, я не знаю, видно вам будет или нет. Надо хорошо подтягивать саму кожу. И я думаю, что этого достаточно, чтобы здесь не было толщины такой. И когда я проклеиваю, я подтянула и добавлять буду еще клей. Не очень удобно на камеру это делать. И чтобы было ровненько, я смотрю, чтобы края совпадали замши. И еще один оборот сейчас, вот чтобы вот здесь было ровно. Еще здесь промажу клеем. Обязательно края хорошо. И вот так, чтобы ровненько. И подтягиваем. Так, еще я проклею и немножко даю подсохнуть немного. Вот так у меня получилось. Я не знаю, правильно это или нет. И здесь вот так двигается само украшение, как вы видите. Ну, это мой первый опыт. Ну, а так оно держится хорошо. И это все я оставлю на ночь, чтобы оно схватилось и приклеилось уже намертво. Момент хорошо схватит за ночь и будет держаться. И давайте посмотрим, что у меня в итоге получилось. Как я вам показывала, здесь я обтягивала замшей. Мне этот вариант не очень понравился. Смотрится некрасиво, дешево и как будто недоработано что-то. Я решила сделать вот такую оплетку из бисера. Закрыла замшу и, на мой взгляд, уже совсем другой вид. Держится эта конструкция прочно. Можно украшение переворачивать вот так. Сбоку получится оплетка. И в поддержку к такой бусине большой можно сплести такие же серьги. Будет неплохо смотреться. Ну и как я вам показала, что у меня бисер не калиброванный. И практически его не видно. Посмотрите, как он смотрится в украшении. И у меня получилось 9 рядов. Можно добавить еще несколько рядов, и будет попышнее выглядеть украшение. Мне очень понравилось. И, конечно, я загорелась еще сделать такое украшение, так как бисер у меня есть в разных цветах. И я подобрала вот такой бисер некалиброванный. Несколько разных оттенков в красном цвете. И я думаю, что смиксовать можно тоже
этот бисер, и получится тоже красивое украшение, на мой взгляд. Такой бюджетный вариант я вам предлагаю. Но, конечно же, можно сделать из дорогого бисера и подобрать бусинки 2-3 миллиметра, тоже можно применить их. Но здесь уже будет другая цена и много уходит бисера на такое украшение. Бисер сильно подорожал сейчас. Ну и поэтому можно использовать тот бисер, который у вас есть. И, на мой взгляд, неплохое украшение получилось. Напишите комментарий, мне очень интересно, понравилась вам такая идея или нет. Если вам понравилось такое украшение и моя идея, поставьте мне пальчики, пишите комментарий, будем общаться. И не забывайте подписываться на Яндекс.Дзен. Для меня это очень важно. Ну а у меня много интересного впереди. Я с вами не прощаюсь. До скорых встреч!